Всем привет! Сегодня у меня в руках довольно нашумевшая мышка своей подачей, и это ATK Zero. Так ли она хороша и стоит ли переплачивать за комплект? Разберемся в этом видео. Начать стоит с того, что это, как по мне, первый продукт подобного уровня от ATK, и, судя по всему, нас ожидает тренд на поликарбонатные прозрачные мыши. Все исполнено действительно хорошо. Упаковка, шрифты. Но, думаю, стоит сказать, что ваши ожидания могут быть обманчивы. Вы не получите мышку уровню VL Mouse или чего-то подобного. Это не настолько понтово, как вам кажется. Стоит понимать, что это недорогая мышь. И тот лосс, который есть у нее, по большому счету создается лишь упаковкой и прозрачным корпусом. Но от этого мышь я не могу назвать плохой. Даже наоборот, исполнена она отлично, и я лично остался ей доволен. Хотя и есть вещи, которые я бы хотел видеть иначе. Начнем с самого интересного – распаковки. При открытии кажется, что здесь гора разнообразного стафа и приблуд для мыши. И попервой может так показаться. Встречает нас приятный кейс для мыши, донгла и провода, что, к слову, довольно удобно, если речь идет о перевозке мышки с собой на работу или учебу. А может, вы вообще идете в компы и берете с собой мышку. В общем, whatever you want. Два донгла, микро 8К донгл, что я считаю отличным введением, чтобы лишние провода не мозолили глаза, и классический 8К донгл. Разумеется, кабель, конверт со странными кислотно-зелеными грипсами, дополнительный комплект глайдов и 8 точек, что, как по мне, супер стрёмно. Нет, ну конечно, я все понимаю, но мышь на старте стоила 140 баксов, за фитинг-кит с экстрим версией, тогда как младшая версия стоит $60 и уступает разве что в версии Нордика и отсутствии нано-донгла. Ну еще и она обгоняет экстрим версию в весе, потому что разница между ними в 5 грамм. Ну и последнее коврик. Коврик контрольно-балансный на Xsoft подложке. Не знаю, что про него сказать. Играть я на нем просто не смог. Для меня он слишком мягкий, и это не совсем то, чего я хочу от ковра. В целом можно сказать, что комплект вряд ли имеет большой смысл для таких как я, хотя если вам условно нравятся Xsoft ковры, вы вряд ли останетесь разочарованным, потому что в целом коврик, приятный на ощупь и скользит тоже неплохо. Перейдем к самой мышке. Сенсор здесь 3950 Ультра, контроллер Nordic 54H20, аккумулятор на 300 махов, кастомные микрики ATK, которые по своей сути являются просто отобранными FE. В целом они нравятся мне больше, чем Амроны, меньше звенят и ощущаются более тактильными. Форма мыши подобная MDR. Это не OP1 или Pulsar X2. Горб мыши уведен назад и сниженная высота кнопок. В общем, все вы знаете подобные формы. И потыкавшись, это все-таки что-то среднее между Модер и R1. Также хотелось бы отметить, что на кнопках основных есть такое приятное углубление, я не знаю, выемка под пальцы. В общем, пальцы находят свое место просто на раз-два, и это очень комфортно. У меня не было вообще никаких вопросов к позиционированию пальцев на основных кнопках, они просто лежат идеально. Чем-то мне это напомнило слегка Atlantis в плане своих скосов на вот этой части. Но они здесь сделаны более адекватно в том плане, что нет резкого вот этого перехода, из-за чего очень часто я условно юлозил по столу рукой, точнее пальцами. Но это стоит иметь в виду, поэтому... В целом, форма, никаких вопросов именно к тому, как все здесь сделано, у меня нет. Горб приятный, основные кнопки приятные, колесо тоже выпирает на достаточном уровне, нет ощущения, что я цепляюсь просто за мышку вместо колеса. Для меня в форме этой мышки есть определенные неудобства. Она широкая, мой преференс в основном узкие мышки. Да, это профессиональная деформация, поскольку я играю на VL Meow уже на протяжении долгих месяцев. И последний месяц я сидел на Tvanage Trinity. Стоит отметить, что адаптация не заняла много времени. Буквально пару дней игры, и я полностью привык к увеличенной ширине и смещенному горбу назад. Хотя до этого я использовал только вайпероподобные формы. И для меня это, хороший результат. В целом, не могу сказать, что я использовал мышку по назначению и с правильным хватом, потому что
как бы так или иначе я держу ее практически F-типом, за исключением момента того, что я опираюсь основанием ладони, ну, где-то в конец горба. Это надо понимать. Я невменяемый. Бегите. Чё взял? Револьвер. Урод. Она не долетает. Ты чё? Я что должен делать-то тут, я не пойму. С Кристофера Крайсиса я не буду стрелять. Макука! Макука устроил резню. Как ты выжил, урод? Бля, развернулся, мне в морду дал. Нормальный вообще человек. Красавчик. Это после Counter-Strike. Ты на новой мышке? Да. Охуенно у тебя мышка. Я не знаю, черная большая. Нормально? Большая Дезадер V3. Почти. Почти. Гуд? Нравится? Нормально. Лучше Тринити. Ну это точно. Я застрял. Чё меня вантапнули, эти сидят, стреляют как алкоголики. Ой, это что такое? Это что такое? Это Hitman Silent Assassin. Реально. Ебать твой по голове. Ты устричный мальчик, ба, чё пугаешь? Полный рост напугал. Полные штаны. Как я это делаю? Да у тебя читы на тромблон. Реально, тромблонный чит. Если уж на то пошло, то моей рекомендацией будет всегда предварительно смотреть форму мышки перед покупкой. Я на условном LS Shapes. Просто для базового понимания того, будет ли подходить вам та или иная мышь по своим размерам и особенностям формы. Разумеется, есть множество других моментов, но все же для базового понимания будет вам удобно пользоваться мышкой или вообще нет, все же даст. Говоря про внешний вид, на фотках, разумеется, это будет выглядеть круче всего. И Real эффект будет не таким красивым, но по-прежнему приятным. Мышь имеет очень крутой нано-коатинг, супер мелкозернистый и довольно цепкий. В разогретых руках мышь лежит великолепно, и ей просто приятно пользоваться за счет ее коатинга. Переходя к следующему пункту, я бы поговорил о сборке. Мышка выполнена из поликарбоната и имеет довольно толстые стенки, порядка 1 мм, просто особенности производства. И если мы говорим про поликарбонат, то он более ударопрочный и сама по себе плотность материала выше, из-за чего мышки из поликарбоната часто весят больше. И в данном случае версия, которая является как бы самой крутой и модной, весит на 5 грамм больше. То есть вместо 39 грамм 44. И знаете, я по-любому предпочту более плотную и сбитую мышь, чем мышку, которая будет иметь риски некачественной сборки. Мышка собрана просто отлично. Подгонка, клики и прочее меня очень порадовали. Но есть все же один камень в огород этой мышки. Смазки на клики и колесо пожалели. Поэтому мне пришлось разбирать мышку и досмазывать. Когда я разобрал мышку, она была практически сухая, что на самом деле супер плохо. Поскольку когда эта не особо густая смазка сойдет, мышка с высокой вероятностью начнет скрипеть. И это стоит учитывать. Ну и клики получились примерно такими.
Перейдем к выводу. В плане сборки и подгонки это супер классная мышка. А вот в плане комплекта я не остался довольным. На первый взгляд все очень красиво и приятно. Но я так скажу, лучше бы они положили кучу разных глайдов, грипсов вместо того же самого кейса. В том числе грипсы, которые в данном комплекте, ну просто стримак. Они должны быть, ну, я не знаю, прозрачными, белыми, да хотя бы черными. Но никак не кислотно-зелеными. Это же просто отвратительно сказывается на визуале мыши. Вы делаете просто замечательный прозрачный корпус, но в итоге заклеиваете его кислотно-зелеными салатовыми грипсами. Как по мне, это что-то очень странное. Но давайте на чистоту. Если вам нравится форма этой мышки и вам не нужен ковер, просто берите версию без этого. С другой стороны, на Озон в официальном магазине АТК стоимость отличается всего на 1000 рублей. Так что если вы хотите получить это ощущение от распаковки, то в целом почему бы и нет. За цену в 5-6 тысяч рублей это отличная мышка как в плане визуала, так и в плане обычного качества. И у меня не вызвало никаких вопросов использования ее, и в целом я бы остался и более чем доволен. Мне будет интересно узнать ваше мнение в комментариях по поводу данной мыши, оправдан ли этот хайп, потому что инфоповода вокруг нее было довольно много. То есть я в целом этой мышью остался доволен и не могу сказать что-то плохое про нее за исключением этого комплекта, который по сути бессмысленный.